Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, и я не лысый таксист, но я вещаю с мобильного офиса. Иногда с дачи. Добро пожаловать на канал. Для тех, кто не знал, я являюсь автором только этого канала, но этих обоих. Это музыка, влоги. Добро пожаловать. Может, что-нибудь вам будет интересно. А также QR-код, который видите сейчас, это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала. Чтобы вы могли поделиться своими мыслями, ссылками, роликами или просто пообщаться с народом. Народ адекватный, по крайней мере, я могу сказать за тех, кто постоянно общается. Темы обсуждаются различные, не только политика и гости. Я бы сказал, даже больше различных тем, чем все остальное. Так что, если вы считаете себя адекватным, добро пожаловать. Каналчик маленький, там около 100 человек, но все же, постоянно какое-то движение есть. Кстати, с разных стран люди. Ну и что, по превью догадались и названию ролика, о чем пойдет речь, да? В Европе становится жестко, очень жестко для гостей. Например, в Польше участились нападения на гостей в 30 раз. В 30 раз, если сравнить с прошлым годом, 2025 годом. Я подобрал несколько роликов. Для тех, кто не знал, также мой контент базируется на том, что я ищу различные ролики о высказываниях, действиях различных людей, позитив, негатив. Делаю нарезку, разбираю, вы же комментируете. Если вы комментируете, будьте, пожалуйста, адекватными и конструктивными. Будьте добрыми. Я знаю, вы умные и добрые. Ну давайте, начнем мы с первого ролика. Роликов много, около 10 роликов или 9 роликов я поднабрал здесь. Так что он немножко затянется, наверное, наш ролик. Так что, ребятки, наливаем чего-нибудь вкусненького или бежим быстро бутерброд на паузу. В холодильник, делаем бутерброд і смотрим. Ну давайте, перший ролик. Польща стала небезпечною для українців. У мережі вже сотні відео, як місцеві атакують наших. І часто просто через мову. Так, ключевое слово через мову, то есть из-за языка. Запоминаем. Фактор раз. На цьому чоловік нібито почув українську музику. Музыка. Фактор 2. Запоминаем, да? Мова, музыка. І просто як скажений почав стукатись у авто. Але і це не все. Недавно у Вроцлаві 4 чоловіка напали на пару українців. Як розповіли потерпілі, просто через український акцент. І хоча польська влада досить швидко реагує на все це, краще бути обережним. Бо подібних випадків все більше на 30%, ніж торік, зізнались у польській поліції. А ви стикались з подібним за кордоном? І в чому причина цього? Поділіться в коментарях. В чем же причина? Кстати, да, она тоже сказала 30%. Я, кстати, этот ролик до конца не досматривал. А в чем же причина? Вы не знаете? Вот вы напишите, ставим паузу и пишем, в чем причина. Не забываем, фактор 1, фактор 2. Это была мова, это была музыка. Запоминаем эти мы слова, и потом мы их все это разберем. Ну что, а теперь я поставлю вам еще один ролик. То, что нам расскажет теперь парень один. Все уже знают, что беженцев из Украины перемещают из отелей, из комфортных отелей в более упрощенные места содержания. Из комфортных отелей в более упрощенные места содержания. То есть комфортно, ну, хорошо жить комфортно, да, надо зарабатывать самому как-то и оплачивать свое жилье. Не всегда же можно комфортно жить на халяву. Но, как оказывается, не только в Ирландии так. И сейчас уже и Финляндия начинает перемещать людей из квартир. Раньше селили в квартиры. Кому-то давали одну на две семьи, кому-то целую квартиру, если много человек. Но сейчас их уже из этих квартир начинают перемещать в бывшие тюрьмы, в бывшие монастыри и так далее. Поэтому все страны ЕС сейчас начнут уменьшать расходы на содержание беженцев и перемещать их из более комфортных условий в те, которые будут попроще. В те, которые будут попроще. Ну, в принципе, этого надо было ожидать, да, за такое поведение. Помним, да, мова, музыка. Мова, музыка. Я вам поставлю еще один ролик. Это уже с другой стороны, Болгария. Как и что там происходит. Нет, не трогай меня.
А ты что? Руки убери. А ты? Мы здесь первые приехали. Первые слова. Украина там надо вас. Да вы что? Серьезно? Да. Вы на лице. Да вижу. Таких роликов, ребят, можно сотни, да тысячи можно найти на различных платформах. Я их сам не выдумываю, да, и сценарий не пишу. Я снимаю все спонтанно. У меня нет никакого, ни сценария, ничего. Вот я посмотрел, накачал роликов. Подходят немножко и вам делаю нарезочку и рассказываю. Посмотрите, это был 3-й ролик. Народ жалуется, народ недоволен. Ну и вот такой еще один ролик давайте. Это опять вернемся мы сейчас в Польшу. Ну все, друзі, це вже перейшло повну межу. Подивіться, які таблички залишають у Польщі. Українцям вхід заборонено. І це біля аквапарку під Варшавою. Синтаго. Знаєте, що я вам хочу сказати? Не переключайтеся. Автомобіль проїхав, хлопці там двіжують. А я вам хочу розкрити очі над правдою. Знаєте, хто є інвесторами цього Синтаго? Якщо помилився в назві, поправте мене, дорогі друзі. Знаєте, хто є власниками? Інвесторами цього аквапарку. Інвестори, вони походять з Ізраїлю. Ізраїльські компанії. Дайте відповідь на питання. Кому треба ставити такі таблички? Дальше мы смотреть не будем. Тут все пойдет бла-бла-бла-бла. В общем, инвестор израильская компания, то есть владелец. И такие таблички ставят. Это опять была Польша, ребят. Скандал, вы помните, да, недавно был, как три поляка напали на девушку и парня с Украины, избили. Это, кстати, вот был, кажется, в первом ролике, там отрезочек, да, он уже вырезанный, то, что Гевальд, такого лучше не показывает, да, YouTube. YouTube такое не любит, он ругается на такое. Ну и что? А теперь мы перейдем, ребятки, как я вам говорил, музыка, мова. Почему все это так начинается? А давайте вспомним мы... Что мы вспомним, давайте? Мовные патрули. Как они у себя в стране скакали, скачут. Мовные патрули докапываются, да, до стариков докапываются. Почему ты не говоришь на мове? Ты говоришь на русском. Им это не нравится, понимаете? Им это не нравится. Но, приехав в чужую страну, они начинают на своем орать. Пьяные, устраивают дебоши, воруют в магазинах. Были ролики. Открывает бутылку и пьет. У меня даже ролики эти есть на канале. И главное, он не стесняется, он рассказывает это, да, все. Порча продуктов, как он швырял по магазину продукты. Тоже у меня ролик есть. И он говорит, на своем языке орет. Понимаете? Люди все это видят. Ролики переводятся. Все они смотрят. И когда-то уже надоедает все это, да. И так как если власть не действует, начинает простой народ просто действовать. Вот вам и мова, да, мовные патрули. Сейчас я поставлю маленький ролик вам, вы посмотрите. Даже мамаша отсчитала свою дочку. Смотрим. А чому на російській мові? Руку підстав піде. Вони сідають на руку. Почему на российской мове-то, да? Смотрите, а за границей они не хотят язык учить. Я не говорю о всех. Те, кто язык выучил, они пошли работать и нахрен такую хрень не снимают, да, про себя. У них уже квартиры, машины, нормальная работа и работают. Они не скачут по тафелям и труфелям и хрень такую не снимают. Ну а теперь что? Мы перейдем к музыке, давайте. Давайте. Музыка, значит, да, то, что вот они возмущаются, вот они музыку включили в Польше, из-за этого все надоело им, накатили им из-за музыки. А вот теперь давайте мы посмотрим Украину, музыку. Вот играет у нас на райончике, ну как на райончике, приехали отдохнуть там на речечку. Вот так у людей играет Святая Русь. Я один раз предупредил, не поняли, второй раз включили. Я сказал, что я разобью колонку, и я вот разбил. Святая Русь. Вот такая вот играет у них музыка последний раз. Вот. Музыка не понравилась им, так как играла, песня была на чужом языке. А вот теперь скажите, в чужой стране, если будет мова и орать музыка, кому-то это понравится?
Нет. И когда люди уже до чего раздражены такими роликами, это мы на халяву, это нам на халяву, они сами это снимают. Вот они распаковки наши, да, на работу не пойдем, как можно социал вот так увилять, как-то что-то пропихнуть. Еще советы раздают в роликах, это же все видят. И тоже они раздражены, конечно, раздражены. И агрессия поэтому растет. Скачут со своим, Степой. Знаете Степу, Степана? Который с котятами дружил. У него, кстати, кличка была по-немецки Пополь, это сопля. Ну вот, они почитают тут его даже до сих пор. Ну, там это понятно, да, тут почитают. Посмотрите, вот конфеты Степины, я тоже вам покажу. Папель гладит всех котят, котики ему мурчат, любит Папель малышей, нет на свете их дружнее. Посмотрите, какой он счастливый. Музыку я уберу, музыку я свою другую ставлю, да, так как авторские права. Какой он счастливый. Он Степины конфеты нашел. Счастья-то сколько. Так понимаете, они тут скачут, они еще свой язык говорят, должны в Германии, вы должны язык учить наш. И в школах, везде, да. Это я не голословный, я вам тоже этот ролик покажу. Ну вот, как ни странно, да. Помните, был случай, я по этому случаю тоже сниму, кстати, ролик, когда в Грузии грузин побил русскую девушку. Он оказался еще каким-то мастером, боксером, не знаю, КМС или что, как. Но, в общем, не из простых, скажем так. Так как же они радовались, ну кто, гости, и дома, и здесь, по Европе, как они радовались. А когда у них это случается, да, они не радуются почему-то. Им это не нравится, понимаете? Ну, конечно, не нравится им это. Но, кстати, вот спойлер загоню вам по поводу этого боксера. Он же оказался... Да что я вам рассказываю? Я лучше вам поставлю ролик один. Да, затянется ролик. Я вам поставлю сейчас один ролик. Давайте посмотрим. Сейчас я найду его только. Россиянин грузинского происхождения, разбивший лицо россиянки украинского происхождения, должен быть лишен российского гражданства. В соответствии с российским законодательством можно утратить российское гражданство, если будет установлено, что лицо осуществляет какие-то действия или имеет взаимодействие с организациями, несущими непосредственную угрозу государству Российской Федерации или его гражданам по причине того, что они граждане Российской Федерации. Вот тот факт, который всемирно уже теперь установлен, является ярким примером наличия основания, по которому гражданин Грузии и Российской Федерации может остаться только гражданином Грузии. Даже если лишение российского гражданства влечет утрату полностью гражданства какой-либо страны, то есть человек становится лицом без гражданства, для таких случаев как раз и предусмотрен статус апатрида. Дальше тоже слушать не будем, вы поняли, да? В общем, эта девушка оказалась украинкой с российским паспортом. Парень же, этот боксер, грузин, тоже с российским паспортом. Так что как-то вот не складывается, да. Не знаю, наверное, вы знали, да, про это. Вы, наверное, знали про это, но все же, да. Но все же. Так, ну и давайте перейдем и дальше. Это еще не все ролики. Остановились мы что? На мове остановились мы. Ну вот я вам включу сейчас очень интересный также ролик. Это Украина. И как с мовными патрулями борются, которым уже надоело, которому вот так сидит все вот это уже. Давайте короткий ролик. Вентилятор мені поміняється, він бракований. А чек? Вы что, меня снимаете? Решили Не снять разумею. меня, что я разговариваю на русском языке или что? Я не розумію вас, поміняйте мені. Вышла с магазина. Вышла с магазина, животное. Меня Я только что полиция. 2 часа. Из-за тебя, сучара, трусила, тварь. Я полицию зараз выкличу.
Хорошо, я... Свободная! Ой, как на русском заговорила животяк! Ну, сука! Нет, только что! Иди Да, да. Вот, ребятки, я попробую запикать кое-что, да. Ну, в принципе, этот ролик запикивать не стоит. Тут 2-3 мата, это ничего страшного, думаю, нету. Ну, это самый сок будет, это ролика этого матом. Даже там уже эти мовные патрули надоели. Ну, дело в том, сбежавшие сюда. Я говорю, сбежавшие, да, конечно, сбежали. Предавшие своего президента. Предали. Его надо защищать, президента. Надо свою родину защищать. Нет, предали, понимаете, сбежавшие. Также они голосовали за него, любимый президент. Ну, горланить-то на расстоянии лучше, правильно? Правильно. И я вам сейчас поставлю, это последний ролик будет теперь. Обязательно посмотрите этот ролик. Как они уже навязывают здесь свою мову, чтобы учили. Я не голословный, я нашел также ролик. Смотрим. Отвечаю на длинный комментарий. Я думаю, что вторым государственным языком Германии должен стать украинский язык. Вы знаете, если бы YouTube не ругался за маты, я бы сейчас так бы выдвинул, да, комментарий свой откомментировал. Охренеть. Вторым официальным языком. Эту страну не знали еще буквально 5 лет назад на карте. Не могли люди, я говорю об обычных людях, показать, где это находится. Да и сейчас, наверное, 50% не знает, где это находится. Вторым государственным языком. Давайте дальше слушать. И дети в школах Германии тоже должны изучать украинский язык, потому что благодаря украинцам Германия выходит на совершенно другой, новый уровень. Вскоре Германия откажется от бумажных писем, будет масштабная цифровизация. На сегодняшний день бьюти-сфера в Германии развита на самом высоком уровне. В общем, то же самое с ротовой полости, все льется, цифровизация, да, мы самые лучшие, мы поднимаем экономику, бьюти-сфера и все. А как же жили без вас тут? Как же тут жили без вас, а? Как? Охренеть. Вот, ребятки, значит, если когда у них в стране это все, мовный патруль, это другое, понимаете, это совсем другое. Это сравнивать нельзя. Ну, в общем, вот вам 9-10 роликов я показал, нарезочку сделал, да? Я надеюсь, вы поняли, что я хотел вам рассказать. Значит, когда прилетает им за это плохо. Но когда они это устраивают, это хорошо. То есть бумеранг все-таки есть, бумеранг возвращается, и бумеранг возвращается десятки раз. Поэтому я буду всегда вам говорить, будьте добры, желайте людям добра, утречком проснулись добра, вечером спать легли, также желайте добра людям. И у вас свой добрый бумеранг прилетит. Обязательно. Не завтра, так послезавтра прилетит. Сталкивались ли вы таким или нет? Напишите. Меня, кстати, смотрят тоже украинцы. Я знаю, пишут часто комментарии. Вы напишите, вот правда вы сталкивались с таким. Но я не могу об этом говорить, я могу только по роликам судить. То, что я могу находить в соцсетях. Про мову. Мне очень будет интересно. Ну а то, что агрессия в Европе выросла, да, это точно выросло. Столько роликов гуляет, они прям говорят, я не могу просто все это в одном ролике выставить вам. Они уже боятся в Польше говорить на своем языке. Ну пусть учат польский, разбоятся. Ну и что? Теперь дело за вами. Вы комментируете, пишите какое-нибудь движение. Ну, лучше, конечно, написать. Конечно, можете точку поставить. Для алгоритмов Ютуба хватит даже пальчик вверх, пальчик вниз, нарисовать улыбку, сердечко, еще что-нибудь. Это вот так хватит, да. Но хотелось просто бы услышать ваше мнение. Адекватное и конструктивное. Спасибо, что досмотрели ролик этот до конца. Не забываем подписываться на каналчик, активировать брим-рим колокольчик, чтобы не пропустить завтра новый интересный выпуск. Всем добра, удачи!